Выбор ножа по интернету. С вами Вальдемар Нефудблогер и топ-3 методов обмануть вас и заставить купить не то, что вам нужно. Самый простой метод – это элементарный видеомонтаж. Вам сначала общим планом демонстрируется какой-то нож, возможно, который вы хотите купить. Потом мелким, крупным планом демонстрируется лезвие, которое что-то режет или, например, бреет волоски на руке. На самом деле мы никогда не знаем, тем ли ножом бреют волоски, которые нам перед этим показывали. И этот метод действительно работает. Второй метод, который очень-очень часто используется, это когда ножом режут что-то мягкое. Например, режут овощи, режут особенно большой кусок мяса или сала. Но мясо и так мягкое, его можно разрезать тупым ножом, если просто к этому приложить достаточное усилие. И на самом деле это не является демонстрацией остроты лезвия. Третий метод самый элегантный в своей простоте. Это когда просто в руки берут лист бумаги и ножом делают вот так, отсекая кусок листа. При этом я вам сейчас покажу, что это можно сделать не только острым ножом, но и фактически самым тупым с одинаковой эффективностью. Вот берем самый острый нож, который у меня есть на столе. Это японский поварской нож Сантоку, которым я пользуюсь здесь в своей студии. Это топорик для мяса. Я недавно им рубил мясо, поэтому скажу, что он изрядно подзатуплен и надо было бы уже править лезвие. Но вы видите, как это сейчас происходит с бумагой. Это нож для разделки мяса. Он откровенно тупой, я взял его из дому, давненько им не пользовался. Нож изрядно уставший, вообще нужно сдавать его в заточку, потому что пользоваться этим с точки зрения кухни уже невозможно. Это нож, который я беру с собой на природу для того, чтобы разрезать хлеб, нарезать шашлык или что-то такое, или обстрогать какую-то палку. Туп совершенно невообразимо, порезать им руку практически невозможно. Ну и самый последний экземпляр, лежащий у меня на столе, это то, что даже ножом можно назвать с натяжкой. Все, что здесь есть от ножа, это просто какая-то рукоятка и железное лезвие. Но, как мы видим, с бумагой он справляется практически точно так же. Хотя на руку я этим ножом могу давить сколько угодно, и ничего мне не будет. Будь это острый нож, я бы сейчас порезался до крови. Как вы видите, друзья, с помощью самого тупого, плохого, хренового ножа можно легко разрезать или разрубить лист бумаги, чем очень часто пользуются продавцы и обзорщики ножей. Поэтому, если вы хотите выбрать нужный и, самое главное, правильный для себя нож, в пику топ-3 методам обмана есть топ-3 совета, как выбрать нож для себя. Итак, первое. Выбирайте нож, исходя из формы и удобства ручки для работы, в зависимости от того, что вы этим ножом собираетесь делать. Второе. Всегда обращайте внимание на маркировку в технических данных или на самом ноже. Что за сталь стала его основой? Естественно, вы не металлург, поэтому в первую очередь гуглим и смотрим, к каким типам стали это относится. И есть масса обзоров конкретно видов стали для ножей с описанием их плюсов и минусов. Третье. Когда вы выбираете нож, запомните, любой нож из хорошей стали можно наточить до остроты бритвы, даже если он будет тупой с самого начала. Для этого нужен просто мастер или грамотно уметь точить ножи. Вот и все, друзья. С вами был Вальдемар Нефудблогер и топ-3 метода, как выбрать правильный нож и не попасться на обман. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.